Симуляция жидкости, значит, в Touch. Сделаем такую систему. Для начала создадим объект, который у нас будет создавать волны. Берем, значит, SOP-контекст, tube. Делаем его размер 0,1. Приделываем ему крышки. И отправляем в геометрический контейнер. Вот, потом нам нужно заставить его двигаться. Это делаем нодой Noise. Таймслайс убираем. Делаем 3 канала TX, TY, TZ. Вперед ставим чуть поменьше, чтобы не болтался. Вот. И еще, кроме перемещения, мы хотим, чтобы наша сосиска вращалась. Вот. Меняем у нее чуть параметры сида. Период еще медленнее. И амплитуду 360. Мерджим для порядка. Создаем 0. И все эти параметры отправляем для управления перемещениями нашего объекта. Вот, наша сосиска болтается. Вот, значит, теперь делаем такую ситуацию. Нам нужно 3 камеры. Первая будет видеть верхнюю часть сосиски, которая находится над водой. Вторая камера будет видеть ту часть сосиски, которая под водой. И третья будет видеть, скажем так, тот контур, который находится между этими двумя частями. Вот. Значит, создаем рендер. Нам нужно, чтобы он нам видел первую и вторую камеру. Отсюда рендер пас для верхней части. Рендер пас для нижней части. Так, и для контура, который находится на границе между, ну, скажем, воздухом и водой, мы создадим еще один рендер. Вот, сейчас увидим, в чем тут разница. Так, он нужен нам
для третьей камеры. Вот. Наша камера находится от, скажем так, поверхности воды на уровне 5 юнитов. Вот. Поэтому нам нужно, чтобы эта камера видела только до уровня воды. То есть от 0 до 5. Вторая камера, которая у нас видит то, что происходит под водой, должна видеть от 5 и ниже. И камера, которая у нас фиксирует ту часть сосиски, которая находится на границе между водой и воздухом, должна видеть в этом диапазоне от 0... Нет, стоп. 4.99. Это чуть-чуть выше воды. И 5.01. Это чуть-чуть ниже воды. Вот такой вот она контур у нас видит. Так, теперь давайте все перекрасим в белый цвет. Threshold для этого нам понадобится в режиме альфа. Так, готово. Дальше, так как мы видим вот здесь лишнюю часть сосиски, которая, скажем так, должна закрываться верхней частью, мы вычтем из нее всю верхнюю часть. Вот, и таким образом у нас получилось 3 части. Это нижняя. Это верхняя. И та, которая посередине. Хорошо. Так, теперь давайте проделаем следующее. Здесь возьмем контуры верхней части. Вот здесь вот уберем у нее цвет. Так, и склеим все. Так, здесь в нижней части сделаем то же самое. Вот, но у нее цвет мы немножко сделаем голубее, что ли. Она же в воде. Вот такой. И снова сошьем.
Вот такая получилась колбаса. Видно, как она погружается в какую-то, значит, субстанцию, меняет при этом цвет. Так, я уберу вот эти части, чтобы они не мешались. Так, теперь займемся созданием непосредственно волн. Волны создаются на границе раздела сред. Берем 0, тоже его сворачиваем в base. Здесь он уже не нужен. Берем feedback. Over. Создаем фидбэковую петлю. Отлично. Вот, для того, чтобы получились волны, нам нужно добавить здесь следующие ноды. Edge. Для затухания Blur. И Level. В Edge устанавливаем следующие параметры. Здесь 1 и 1. Здесь по 6. Вот. Размер фильтра в блюре убираем до 5. И главное, это прозрачность в уровне снизить до 0,6. Дальше, чтобы сделать волну более выразительной, применяем threshold. И выводим это все наружу. Вот у нас получилась волна. Так, дальше добавляем рисунок дна. Вот у меня он такой. Голубенький, потому что вода тоже голубенькая. Я подгоняю размер картинки под размеры наших рендеров. Вот. И устанавливаю здесь Displays. Ставлю midpoint на 0. Величину смещения 0,1. Offset тоже 0,1. Вот видно, как волна смещает, значит, наше дно. Для более реалистичности добавляем Blur. Так, здесь
4, допустим. Здесь. Ну так. Отлично. Так, поверх этой картинки накладываем нашу сосиску. Ну вот, видно, что она погружается, да, беспокоит среду, расходятся волны. Вот, для более реалистичности добавим еще displacement для нижней части сосиски. Вот, смотрим. Но если слишком сильно колбасить, так как она находится ближе к поверхности воды, у нее смещение должно быть не такое дикое, в 10 раз меньше. Смотрим, что получилось. Вот, нормально ее гнет, но только она смещена у нас. Надо трансформом ее вернуть на место. Ну, за счет дисплейсмента она смещается. Вот, на 0,02 мы ее подвинули, она стала на место. Смотрим, что получилось. Все, прекрасно. Готово.